Добрый вечер, дорогие друзья! У нас наступает второй этап битвы не только между свободными людьми Республики Беларусь и диктатором, а еще второй этап битвы между тараканом и карликом. Потому что вчерашнее заявление Лукашенко – это же не к белорусскому народу. Это ответ диктатору другому, его так называемому брату. И это надо обсудить. Поехали. Друзья, все мы прекрасно помним, что 2 недели назад, когда приехал Лавров, он передал приветы от Путина и в открытую сказал: вы там, пожалуйста, не забывайте о наших суперсекретных договоренностях в Сочи. Надо бы как-то все ускорять. Диктатор усатый покивал и как бы согласился. И на следующий же день уже начал выдавать перлы: давайте жить как в Европе, давайте сделаем полную демократию. Пусть парламент принимает все решения, пусть принимает новую конституцию, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, начал петь все, что хотели. И вчера он выдал свою новую речь, которую я хотел бы прокомментировать, потому что у меня отличается мнение, наверное, от 90% людей и блогеров, которые ее вчера комментировали. В конце января, начале февраля проведем Всебелорусское народное собрание. Но роль его, если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. И в правительство, в парламент они не годятся, эти полномочия. Коль мы у президента забираем, куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Я буду предлагать это, чтобы мы делегатами этого собрания избирали людей на 5 лет. У нас сейчас оно проводится один раз в 5 лет по решению президента, а то будет в Конституции, если будет, если вы поддержите, записано. Нам надо поднимать этот статус. Почему? Потому что если растворить полномочия президента, которые передаются там парламенту, правительству в основном, губернаторам, министрам, если их растворить, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен какой-то орган, который бы мгновенно всех стабилизировал. А он будет выступать от имени народа, от трудовых коллективов уже. Это не повторение депутатского корпуса. Они как избирались, так и будут 110 человек. А вот эти, им денег никто платить не будет. Это на общественных началах работа. Единственное, еще раз хочу подчеркнуть, я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать. Друзья, я тут не буду комментировать все эти мелочи, что народ должен решать. Самое главное, вчера все вдруг почему-то начали сравнивать этот съезд с КПСС, что он создает что-то подобное, будет вечным председателем и тому подобное. Я к этому заявлению отношусь немножко по-другому. Ведь вся пропаганда российская аккуратно намекала о чем? Нужны новые выборы в парламент. И как бы очень хотелось, чтобы там большинство везде взяли пророссийские партии. И на это его душили, чтобы снять с президента максимум полномочий, сделать свой пророссийский парламент, и там иметь большинство и контролировать через парламент страну. Лукашенко после встречи с Лавровым соглашается, да, рассказывает про парламент. А вчерашняя его речь сводится к тому, это не людям Белоруссии говорит, а он говорит Путину: я пойду другим путем, у меня тут все равно уже все хорошо, и раз нет на центральных площадях людей, они где-то бегают во дворах, ходят,
то я у власти останусь все равно. И везде власть как строится? Президентская там ветка, правительство, парламент, и все страны живут. Здесь он уже говорит, этого ничего не надо, оно там себе работает, то он передает все в парламент, и теперь оказывается он не может в парламент передать, потому что все рухнет. Теперь надо председателям колхозов, совхозов их избирать на 5 лет, чтобы они бесплатно принимали решения, я там буду пожизненным, никто ничего не будет этого создавать. Это ответ Путину. Если ты хочешь контролировать Беларусь без меня через парламент, я сейчас быстренько состряпаю другой орган, через который буду контролировать все равно всю власть. И если в течение 10 дней, не знаю, даже, я думаю, недели, российская пропаганда не наедет на эти его высказывания, я думаю, до выходных это произойдет, то значит, он все-таки будет строить съезд КПСС, как Брежнев, выходить на трибуну, быть вечным председателем колхоза, и ему будут стоять 2500 человек хлопать. Ведь такое уже делал когда-то диктатор в Туркменистане, еще там, не помню, лет 20 или 30 назад. Они создали тоже такой же съезд, тоже там 2500 человек. И этот фиктивный орган вроде руководил страной, но так зацементировалась диктатура. Друзья, это не для наших ушей. Это для туда вот, в Сочи направлено. Что не щемите меня сильно, я буду обходить. А возможно это связано, помните, он когда-то говорил, я не хочу каждого 31 декабря стоять на коленях и просить нормальную цену на газ. Я лучше куплю в 2 раза дороже в Америке, но на коленях стоять не буду. И его монотонно нагибают дальше. Уходи, мы и так уже обгадились, нас уже ненавидит 80%, Кремль я имею в виду, 80% населения Беларуси, давай побыстрее вали. Он говорит, ничего подобного, я буду жить на штыках, у меня будет Северная Корея, но я здесь буду власть, и вы со мной все равно считаетесь. Это говорит о том, что он уже вообще сошел с ума, он настолько верит в то, что можно кидать постоянно всех и везде. Я думаю, это огромное пойдет на пользу протесту. Люди все равно будут выходить, люди все равно будут гулять. Из повестки это не исчезнет. Репрессии шли и будут идти, а люди все равно будут выходить. Поэтому ему ответ сразу же пришел от Путина. Сейчас я вам покажу. Почему ты звонишь, когда тебе плохо? Звонишь, когда одинок? Звонишь, когда нужны деньги? Но на меня нет у тебя попросту времени. Звонишь? Я думаю, что через неделю будет звонить. Россия ж сама очень срочно, быстрыми темпами готовится к неизвестности. Принимают сегодня полную неприкосновенность Путина до конца жизни на все возможные случаи. Милиции разрешают теперь не представляться, обыскивать машины, обыскивать людей и полностью уже, не знаю, не на 100%, на 110% делают полицейское государство. В интернете где-то ходила классная картинка, что на покупку скорых помощи там в России выделено условно 100 миллионов, а на закупку новых автозаков 5 миллиардов. К чему страна готовится и на что делает акцент.
Я бы хотел с вами еще одно короткое видео обсудить, от которого, ну, если учесть, что оно сделано 10 лет назад, то можно поверить в какие-то машины времени, я не знаю. То, что Павел Шеремет говорил 10 лет назад, сейчас оно просто берешь и подставляешь в любой день Дня революции. Маленький кусочек, пожалуйста. Наконец-то всем стало очевидно, что белорусский президент – это главная угроза национальной независимости Белоруссии. Что этот человек играет историей белорусов так, как он хочет. Хочет изображать себя защитника, хочет продает страну с потрохами. Сейчас, когда всем стало очевидно, что его власть слаба, что перспектив у него, как у президента, никаких нет, он сделал тот ход, о котором мы многие годы говорили. Он принес в залог Белоруссию, он принес в залог свою страну россиянам. В обмен на поддержку, в обмен на спасение, в обмен на деньги он сдает страну. Сдает ее настолько стремительно, насколько может. Хотя это тоже иллюзия. Как мне кажется, ему надо бояться Москвы, а не бояться Запада. Он думает, что, сдавая Белоруссию России, он таким образом продлевает свою политическую, свою политическую жизнь и вообще жизнь. Но он ошибается. Очень жаль Павла. Потрясающий человек, журналист. Очень сильно любивший свою родину. И очень четко еще 10 лет назад описывал все, что происходит в республике. Я смотрю, что у нас хорошей традицией становится в конце заканчивать видео мега позитивной эмоцией для улыбки. Поэтому я вам хочу маленькое короткое видео. Я уверен, вы посмеетесь от души. Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном, тихо болью отзываются во мне этой молодой луны крики. Друзья, но если вы смогли досмотреть до конца, значит мы с вами на одной волне. А если на одной волне, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну а то, что вы думаете по ситуации с этим Всебелорусским народным собранием, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я все читаю и всем отвечаю. Живи Беларусь! Слава Украине! Россия будет свободной! Хороших людей больше! Всем пока! Отличного вечера!